Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. Сегодня второй день моих посевов, и я начинаю посев цветов. Будем начинать сеять однолетники, и начнем, как обычно, с больших, красивых ампельных петуний. У меня здесь несколько видов. В основном это петунии селекционной компании Pan American. Вернее, она называется Pan American Seed. И сегодня я буду сеять такие крупномеры, я бы сказала. Они называются Tidal Wave. Тайдалы еще их называют садоводы и любители цветов. И серия Опера. Опера — это немножко другой производитель. Это селекционная компания Taki Seed, но она входит в концерн Pan American, просто выделена как бы в отдельную группу. И что у меня есть? Значит, для посева у меня сегодня из тайдалов есть 3 цвета. Tidal Wave Hot Pink. Это вот такая вот горячий розовый. Теперь это тоже, кстати, я взяла у разных продавцов, чтобы проверить, насколько у кого какая схожесть. Потому что, как известно, наши продавцы страдают тем, что продают покупателям старые семена. Теперь у меня еще есть Tidal Wave Silver, серебристая такая петуния, огромная, красивейшая. И Tidal Wave Red Velour. Это вообще очень всем знакомая, мне кажется, петуния. У нее такой красный, яркий, насыщенный цвет. Она прекрасно разрастается. И для таких петуний, тайдалов, это крупные петунии, я бы сказала, самые большие из всех петуний, которые представлены у нас сейчас на рынке. Поэтому такая петуния нуждается в больших горшках, если вы будете выращивать ее в горшках, где-то не менее чем 15-20 литров, можете даже и 30 предложить. Чем больше горшок, тем красивее будет растение. Или же высаживать ее следует в открытую почву, прямо целыми такими куртинами, и вы увидите, насколько это потом красиво, когда этот цветок разрастается. Кстати сказать, тайдалы совершенно неприхотливые, они очень быстро наращивают свою зеленую массу, можно получить массу черенков, если вы вовремя высадите. Ну и таким образом сэкономить на стоимости семян, потому что семена достаточно дорогие. А если вот так вот выращивать пораньше через рассаду, то можно через черенок еще удвоить как бы свое количество растений. Это что касается тайдалов. Теперь еще у меня есть одна серия, я ее уже вам представила. Это Опера. Тоже ампельная петуния, она несколько меньше, чем тайдалы по размерам, но очень красивая. Вот эта петуния, она требует такого, знаете, жирного, хорошего субстрата, потому что если субстрат будет слабоватым, цветение будет слабеньким. Из оперы у меня есть белая, это вообще бестселлер. Белая опера — это самая красивая из всех опер, которые есть в этой серии. Ну, как по мне, ну и многие сходятся со мной во мнении. Теперь вот из новых появилась, я еще ее не сеяла, Blue. Ну, вообще у петуний редко получается такой синий цвет. В основном он переходит немножко в фиолетовый или же в голубоватый. В этом году посею, посмотрю, какая будет эта Supreme Blue. Теперь Pink Morn.
Пинкморн я выращивала в прошлом году. Очень красивая петуния. Такая вот с белыми тонами розовая петуния. Я прикреплю фото, чтобы вы увидели, насколько она красива. Теперь еще из розовых у меня есть Raspberry Ice. Это вот такая вот, кончики у нее белые, а сердцевинка розовая, такая малиновая, я бы сказала. Тоже очень красивая петуния. Так, и теперь еще у меня есть Supreme Purple. Supreme Purple. Вот такого вот будет она, фиолетового, такого насыщенного фуксиевого цвета. Вот такие петунии я сейчас буду высаживать через семена. Обычно семена петуний и даже тайдалов, их не заглубляют, их ложат на поверхности почвы. У меня вот здесь вот уже приготовлен субстрат. Это из белого верхового торфа субстрат. Кислотность его около 6. Он уже прогрет. Здесь добавлен вермикулит для того, чтобы была влага все время в почве. Вермикулит задерживает почву и работает как разрыхляющий агент. И сейчас я буду в каждую ячеечку ложить по одной семечке этой петунии. Затем подпишу. И каждый контейнер, я взяла вот такие кассеты, разрезала их на 10 частей, вернее так, по 10 ячеек я могу посадить в каждую кассету 10 семян. Затем я их хорошо пролью водным раствором фитоспорина вместе с фунгицидом и поставлю в теплое место. Температура для хорошего прорастания семян петунии должна быть примерно в пределах 25, даже плюс 28 градусов. В таком случае вы получите всходы семян примерно на 4-й, на 5-й день. Некоторые, если семена свежие, даже повыскакивают и на 3-й. Но если за 7 дней при такой температуре вы не получили ростки, можете вашу будущую рассаду уже даже и не ожидать. Потому что очевидно, что семена старые, и они потеряли свою схожесть. Это так, между прочим, я хочу вам рассказать. Ну что ж, приступим. Делается все просто. Семена очень маленькие, но у меня они в основном в дрожже, они покрыты сверху. Сейчас, если это можно будет рассмотреть, они дрожжированные, покрыты сверху такой вот оболочкой. Там есть и фунгицид, и есть стимулятор роста. Эта оболочка по мере растворения, она будет отдавать свои питательные вещества семечке, потому что семечко у петунии очень крошечная, очень крошечная. Поэтому вот в таком они дрожжированном виде. Конечно, дрожжированные семена дороже, чем обычные семена. Но если говорить о простоте, то они проще в посеве, потому что они, по крайней мере, видны невооруженному глазу. А что еще хочу сказать? Хочу сказать, что из такой петунии, из тайдала, из оперы можно получить семена F2, потому что это гибриды F1, то есть элитные семена, которые получены непосредственно селекционной компанией. А вы можете собрать свои семена, как только петуния начнет откладывать коробочки семенные, можно пособирать и оставить себе на посев. Посев, конечно, после того, как вы вырастите, растения не будут такие обильно цветущие, но они сохраняют свои сортовые свойства. Можете поэкспериментировать. Такие махонькие семена. Сейчас я выложу их в ячеечки, подпишу, пролью раствором фитоспорина, укрою пленочкой полиэтиленовой и поставлю в теплое место. Дальше я вам покажу уже, как она взойдет. Я делаю небольшие углубления
выкладываю семечки. Семечки очень маленькие. Здесь у меня 3 от одного поставщика. 1, 2, очень мелкие, и 3. Теперь надо их немножечко вдавить, вот так вот, чтобы они проще врастали, вот так вот. И затем уже полить. Полить надо очень аккуратно, чтобы семечко не забилось почвой. Конечно, для таких маленьких семян надо использовать и маленькие груши, потому что большая груша выпускает большое количество воды, и капля просто может замыть эту семечку мелкую. Поэтому работать надо очень аккуратно. Лучше поливать вот так вот с самого краешка, и потом водичка будет собирать. Ну, примерно вот так. Хочу еще сказать, что если вы готовите раствор фитоспорина, то нужна температура для того, чтобы развивались бактерии из сенной палочки. Нужна температура не меньше, чем плюс 20 градусов, иначе никакого смысла в этом фитоспорине нет. Вот лучше работать вот такой вот грушей. Купите ее в детском магазине, там где продают всевозможные гигиенические средства для малышей. И это такой самый лучший, как по мне, инструмент для работы с такими мелкими семенами. Всегда можно полить там, где вам нужно. Никогда вы не перельете. И смочите поверхность хорошо и без вреда для ваших растений. Ну вот примерно так. Теперь будем ждать, как взойдут семена. После того, как они взойдут, мы продолжим с вами разговор. Хочу спросить, а какие вы выращиваете петунии, если вы их выращиваете, и когда вы начинаете их посев? Напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр, за то, что подписались, за то, что прокомментировали.